Ребята, всем привет! С вами Андрей Лайф. Сегодня мы с вами вместе приготовим швейцарское национальное блюдо из картофеля, которое называется рёшти. Это блюдо похоже на наши драники или украинские деруны, но есть отличие. Здесь в рёште не кладут ни муку, ни яйца, ни лук. Потом, трут картошку для этого на крупной терке. Плюс в разных кантонах Швейцарии готовят либо из сырой картошки, либо из полуотваренной. В общем, есть нюансы. Давайте посмотрим ингредиенты. Их немного сегодня. Вот уже почищенная картошка у нас 3 штуки, примерно с полкило. Это у нас топленое сливочное масло, соль и перец. Вот и все, что нам понадобится. Получится очень вкусно, я не сомневаюсь, поэтому приступаем. Да, и еще забыл сказать про одно отличие. Если драники, деруны готовят маленькими, да, такими, как оладушки, то рёшти готовят довольно-таки большого размера, то есть на всю сковородку. Приступаем. Для начала нам нужно картофель потереть на крупной терке. Ребята, и еще один нюанс. В Швейцарии рёшти готовят из картофеля с низким содержанием крахмала. Поэтому мы вот натертый картофель уже помещаем сразу в холодную воду. Картошка наша потертая, теперь оставляем ее в холодной воде на 5 минут, чтобы лишний крахмал у нас вышел из картофеля. Ребята, у нас прошло 5 минут, давайте будем отжимать наш картофель, нам вода не нужна. И будем класть вот на бумажное полотенце для лучшего результата. Так, ребята, теперь берем и отправляем в миску, где мы будем все смешивать. В общем, продолжаем, пока весь картофель мы не обсушим. Так, картофель мы отжали от воды. Посмотрите, вода какая желтая, прям прикольно получилась. Убираем это в сторону. Теперь смотрите, пока у нас картофель стоял в воде, мы растопили топленое сливочное масло и добавляем картошки. Также сразу солим и перчим. Все это по вкусу, как вы понимаете. Ребята, включили мы плитку. К сожалению, погода нам не дала на улице поготовить, пошел дождь, в общем, все намочил. Нам пришлось перебазироваться домой. Сейчас, смотрите, отправляем ложечку топленого масла, может быть, чуть больше, на сковородку, чтобы растапливалось. Нормально. Ждем, пока нагреется, и будем дальше готовить. Ребята, масло нагрелось, теперь убавляем огонь до среднего и выкладываем нашу картошку. И нам надо распределить ее в такой блин, слой, чтобы был не больше сантиметра. Сантиметр, максимум 1,5 должно быть. Разравниваем все, чтобы у нас хороший, качественный блин получился. Ребята, вот и в таком виде, не мешая ничего, мы жарим где-то 5-10 минут, в общем, до румяной корочки на той стороне, на нижней. Дальше включимся. Ребята, у нас прошло, наверное, минут 7, уже там хорошая корочка, поэтому, смотрите, сейчас тарелочка. Ничего. Так, теперь смотрите, сюда надо тоже маслица немножко добавить. На сковородку я имею в виду. Сейчас растает. И будем выкладывать этой стороной. Ребята, аккуратненько нам надо переместить. Отлично. Все, и тоже жарим до готовности. Ребята, у нас прошло опять около 7 минут, так что мы плитку выключаем. Сейчас будем перекладывать на тарелку и увидимся на дегустации. Ребята, отрезаю себе кусочек. Ребята, и сметанки сверху. Обычно со сметанкой едят.
Очень вкусно. Конечно, похоже на драники, но я говорю, здесь ни муки, ни яиц, ничего нету. А корочка какая зажаристая, хрустящая, вкус. Обалденно. Просто божественно, ребята. Очень вкусно. Прям, даже не знаю, сочные, вкусные. Вот кроме, получается, соли и перца ничего нету, но очень вкусно. Поэтому рекомендую вам попробовать. Готовится несложно, быстро, а результат достойный. На этом мы с вами прощаемся, как обычно, неделю. Всем здоровья, всем пока.